Жизненный цикл нашей звезды однажды подойдет к своему логическому концу. По предположениям ученых, этот цикл составляет около 10 миллиардов лет, а текущий возраст нашего светила приближается к отметке в 5 миллиардов лет. Но однажды Солнце будет другим, соответственно, наша Солнечная система понесет ряд определенных изменений. Все начнется с того, что со временем звезда переработает весь свой водород в гелий, после чего она начнет умирать. Но, к счастью для нас, это произойдет еще не очень скоро. Одна из первых вещей, которая случится после того, как Солнце выработает весь свой водород, оно станет гораздо ярче. Чем ярче будет становиться звезда, тем больше солнечной энергии будет получать наша планета. Газы, содержащиеся в нашей атмосфере, такие как углекислый газ, метан и оксид азота, сейчас работают как покрывало, защищая нашу планету от излишнего тепла звезды и позволяя поддерживать на ней жизнь. Но так как Солнце будет работать фактически сверхурочно, этим газам придется сдерживать большой объем энергии. Поэтому на Земле станет очень жарко, соответственно, вода на ней начнет испаряться и образовывать плотные облака в атмосфере. Эти облака некоторое время будут защищать Землю от возросшего радиоактивного излучения. Однако после какого-то времени тепла на планете накопится настолько много, что океаны начнут в буквальном смысле закипать. С этого момента жизнь на Земле прекратит свое существование. Конечно, если мы к этому моменту еще не погибнем, то в конечном итоге мы обязательно умрем от недостатка воды и очень сильного тепла. Солнце станет не только ярче, но и существенно увеличится в своих размерах. Как только звезда израсходует все свое топливо, она перейдет в другую фазу жизненного цикла. Солнце станет красным гигантом, но несмотря на увеличенный размер, фактическая температура звезд, находящихся в фазе красных гигантов, ниже, чем у других звезд, всего 2 или 3 тысячи градусов по Цельсию. И на первый взгляд всем может показаться, что этого много, но это если не учитывать нынешнюю температуру Солнца, которая может варьироваться от 5 до 9 тысяч градусов. Но на этом изменения Солнца не закончатся. Когда звезда сожжет весь гелий, она не сможет сделать то же самое с углеродом и в конечном итоге сожмется до белого карлика. В этой фазе светило станет гораздо меньше в размерах по сравнению с изначальным видом. Белые карлики обладают гораздо меньшим запасом энергии, но при этом имеют очень большую продолжительность жизненного цикла. Я бы даже назвал их памятником звезд. Звезды этого типа продолжают свое существование в такой форме в течение следующих миллиардов лет, пока в итоге не превратятся в так называемые черные карлики. Ученые не могут определенно сказать, сколько времени займет этот процесс, потому что Вселенная еще не настолько старая, чтобы появились хотя бы первые черные карлики. Очевидно, что к тому времени, когда наше Солнце умрет, все на Земле уже погибнет, но это не означает, что наша планета остановится. Когда звезда достигнет фазы красного гиганта, то она расширится как минимум на 3/4 расстояния до Земли. Возможно, вы подумали, что Земля в таком случае выгорит до основания, но на удивление, все будет совсем не так. С расширением Солнца и его приближением к нашей планете, гравитационные силы Земли и других соседних планет ослабнут. Это ослабление приведет к тому, что планеты отдалятся от Солнца и займут более безопасные орбиты. Но для Меркурия и Венеры судьба будет гораздо печальнее, их просто сожрут. Конечно же, на Земле к этому времени все жизненные формы исчезнут, поэтому такой побег Земли будет фактически бессмысленным. Как уже отмечалось выше, к тому моменту, как Солнце превратится в красного гиганта, жизнь на планете исчезнет, но ведь это не исключает возможности того, что она может появиться где-то еще. Юпитер и Сатурн – две гигантские планеты с множеством спутников, которые могут стать обитаемыми. Например, на Европе имеется подповерхностный океан, если верить отчетам астрономов. Но с увеличением размера Солнца увеличится еще и область воздействия его света, который может растопить этот лед, создав тем самым среду, подходящую для существования знакомых нам форм жизни. Но еще гибель Солнца будет сопровождаться более значимым галактическим событием. Но это событие не будет вызвано гибелью нашего Солнца, но будет происходить одновременно вместе с ним. Млечный Путь и Андромеда двигаются по направлению к друг другу со скоростью 402 тысячи км в час. Обе галактики встретятся именно тогда, когда жизнь нашей звезде пойдет к своему завершению. Конечно, столкновение таких гигантских космических структур может нас напугать, но в реальности Солнечной системе ничего не угрожает. Правда, все будет в порядке до тех пор, пока звезда не решит завершить свой жизненный цикл. И ее фазный переход продолжится после того, как на основе двух галактик появится одна новая.
Если получится так, что каким-то образом жизнь где бы то ни было в нашей системе сохранится, то можно лишь предположить, какая поразительная картина сталкивающихся газов и звезд будет видна для нее на ночном небе. И как только это произойдет, мы незамедлительно сделаем новый выпуск на наш канал. Как мы уже говорили, что Солнце станет больше и ярче в какой-то момент процесса своей гибели. Но что будет, например, с такой планетой, как Плутон? Прямо сейчас температура на этой карликовой планете примерно минус 240 градусов. Но как только радиус Солнца увеличится, Плутон, как и другие дальние планеты, сможет получать от него тепло. Маловероятно, что в результате этого на этих планетах может появиться жизнь, так как для этого одного тепла будет недостаточно. Но на них действительно станет гораздо теплее. Правда, все изменится, когда Солнце превратится в белого карлика. Еще в Солнечной системе находится множество различных астероидов, но все они при гибели Солнца и перехода в фазу белого карлика тоже столкнутся с серьезной проблемой. К этому моменту Юпитер и другие дальние планеты уже изменят свои орбиты из-за радикальных изменений. Так как Юпитер обладает огромной массой, то центром масс системы, скорее всего, станет именно он. Он обладает очень мощной гравитационной силой, и ее вполне хватит для того, чтобы изменить орбиты астероидов, а некоторые из них и вовсе выкинуть за пределы Солнечной системы. Эти космические булыжники могут быть также брошены в сторону белого карлика или просто перемолоты гравитационными изменениями в пыль. Ученые способны делать такие предсказания благодаря наблюдению за белыми карликами. Но несмотря на то, что нужно выяснить еще множество особенностей по поводу Солнца, как оно войдет в эту фазу, ученые отметили, что области вокруг белых карликов содержат множество пыли. Это, скорее всего, является прямым доказательством того, что раньше возле звезды могли находиться некие твердые космические тела, которые с гибелью своих звезд превратились в то, что и увидели астрономы. В общем, вся история Солнца от его рождения до смерти займет примерно 12 миллиардов 400 миллионов лет. Поэтому у нас есть еще очень много времени, чтобы успеть разобрать весь космос на этом канале. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.